Последние 15 лет я искал грядущего царя. Я искал его, чтобы задать ему простой детский вопрос. Я путешествовал по всему этому миру. Я путешествовал по всей этой духовной ярмарке под названием «Просветление». И я встречал вживую кучу царей. И кого я среди них только не видел. Начиная от тибетских лам, которые медитируют так громко, что у них бороды шевелятся, до йогов, завязавшихся в узел так, что им теперь снится один сплошной кошмар при отсутствии туалета. Ведь у них у всех вечная духовная очистка. Пракшалана. С кем я только не говорил. Я говорил с тольтекскими воинами, у которых второе внимание раздвоилось на третье. Я говорил с гуру, чья аура такая толстая, что они в нее по уши провалились. И всем им я задавал один и тот же простой вопрос. После всех их рассказов о нирване, о рае, о слиянии с Абсолютом, я спрашивал у них, а что, собственно говоря, дальше? Что дальше-то? И хотите знать, что я слышал? О, искатель, ты задаешь слишком много вопросов. И все твои вопросы от ума, а ум должен умолкнуть. Потому что дальше только тишина. Невыразимая, непознаваемая. Так, стоп, подождите. То есть дальше это тишина. Вечная тишина. Ну, хорошо, ладно. Я, в принципе, могу помолчать. И что это? Просветление? Вечно молчать? А теперь так-то на минуточку. Главный посыл всех просветленных всему человечеству, который, как техника НЛП, кодирует человеческое подсознание. Молчите! Молчите и ничего не говорите. Что бы ни происходило в вашей жизни, молчите. В греческом зале мышь белая. Молчи. А в это время все эти святые и духовные отцы. Побойся Бога. Покайся, грешник, бойся и кланяйся. А если тебя будут бить, насиловать, унижать, убивать, не забудь подставить вторую щеку. Ой, это караул. Видите ли, на тонком плане происходит процесс реинтеграции. Монады с источником через седьмую чакру соединяются, что в соответствии с законом Гермеса, то-то Гермеса Трисмегиста. Что? Подожди! Стоп, подожди! Нет, ты серьезно? Ты сейчас мне ничего не сказал. Ты не ответил. Ты просто пудришь мне мозги. Ты взял мое «что дальше?» и закопал его под горой умных слов. Как собака закапывает кость. А кость-то где? Где мой ответ? Ты ничего не понимаешь. Ты вообще абсолютно ничего не понимаешь, потому что все и так совершенно. Просто прими этот момент. Смотри, вот это цветок. А вот птица летит по небу. И все это есть любовь. Любовь Бога. Так, хорошо, отлично. Я принял. Птица, цветок, этот момент вижу, ощущаю, осознаю. А завтра-то что? Завтра что, опять принимать этот момент? И так триллионы лет?
Это что, работа такая? Профессиональный приниматель момента. А самый мой любимый ответ – это когда они все эти духовно просветленные просто молчат. Просто смотрят на тебя с такой глубокомысленной улыбкой, как будто только что проглотили тайну всей вселенной. И теперь она у них урчит. Урчит в животе от несварения желудка. И этот взгляд такой глубокомысленный: ты просто не дорос до наших знаний, малыш. А я смотрю на них, смотрю на их живот и думаю: так, стоп, дружище, у тебя тайна, простите, это несварение старой кармы. И я у всех спрашиваю: так в чем же смысл? В чем смысл существования человека? В чем смысл существования человеческой души? В чем смысл сознания, в конце концов? Раствориться? Это что? Финал? Великий космический ластик решил стереть меня за ненадобностью. Это трэш какой-то. А они мне в ответ отвечают: нет, ты ничего не понял. Это не растворение, это слияние с океаном блаженства. Ладно, хорошо. Но у меня вопрос: а океану-то зачем, собственно говоря, моя капля? Он что, обезвоженный? То есть вселюбящий Бог создал меня, чтобы я вернулся к Нему и что? Перестал существовать? Это же какой-то духовный каннибализм. Папа, я дома. Отлично, сынок, сейчас я тебя с любовью проглочу. И это что? Вершина эволюции всего человечества? И, кстати, а где все пророки, собственно говоря, сейчас? Ну, все эти Иисус, Будда, Кришна. Они что, действительно говорили про это? Что они говорили-то? Они говорили: станьте детьми, иначе в царство мое не войдете. А зачем, собственно говоря, нам быть детьми? Чтобы слюнявить вечные игрушки? Нет. Они говорили совсем не про это. Станьте детьми, чтобы задавать правильные вопросы. А почему? Зачем? И что же будет дальше? И что же сделали люди? А люди построили из этих вопросов мавзолей с готовыми ответами и молятся на весь этот мавзолей. Так что же, собственно говоря, я хочу сказать? А вот что. У всех тех, кто мнит себя царем или духовно просветленным, ответов нет. Потому что все это большой один вселенский пранк, причем тысячелетний, где главный приз это согласиться, что главного приза нет, и радоваться этому как величайшему откровению. И все они в этом пранке участвуют. Одни потому что сами заблудились и обманулись, а другие потому что так удобно. Тишина ведь это так удобно. В ней не слышно, как трещит по швам вся эта прекрасная картина мира. И поэтому мой очень детский вопрос не им. Они уже сделали свой выбор. Выбор молчать, жевать мантры или говорить красивые пустые фразы. Мой вызов лично тебе. Тебе, кто видит весь этот цирк,
кто слышит этот оглушительный гул их коллективного молчания. Мой вызов всем тем, кто ищет царя. Спросите себя, зачем вы его ищете и что вы хотите у него спросить. Потому что я хочу спросить, а что же дальше? К слову, ты хочешь знать, что дальше? А они тебе не скажут, потому что они ничего не знают. Все эти духовные просветленные не знают абсолютно ничего. И, кстати, подписка под этим видео – это не лайк и не поощрение от тебя лично мне, а это твой пропуск за кулисы, где пахнет не ладаном, а пахнет озоном от взрыва всех старых декораций. А теперь давайте-ка разберем исходные данные и посмотрим, куда они на самом деле ведут. Восток. Восток – это культ растворения. И неважно, будь то индуизм, буддизм, даосизм, их диагноз этих религий очень точен. Жизнь – это страдание, порождение эго, порождение желаний. И их методы очень блестящие. Медитация, непривязанность, восьмеричный путь Махавиры. Но вот итог. Итог всех этих религий – это мокша, нирвана и выход из колеса сансары. Растворение капли в океане. А теперь стоп. Вопрос на засыпочку. Это что? И правда венец эволюции? Стать ничем? Мы – это сознание, прошедшее через миллионы жизней. Боль, любовь, потери, страхи, страдания. И финал всего этого – это стать безликой частью спящего абсолюта. Нет, серьезно? Правда? А где здесь во всем этом логика? Ведь все это похоже на то, как если бы ученик, отучившийся 11 лет в школе, в качестве награды вернулся бы опять в детский садик на вечное созерцание потолка. Караул. Выход из матрицы. Выход из матрицы – это же просто самоубийство души. И они подменили вечный рост вечным покоем. Запад. А Запад – это вообще, это синдром вечного инфантильного ребенка. Все авраамические религии, здесь это вообще полный шедевр. Бог – это вечный и неизменный отец-тиран. Ну или вселюбящий отец. Без разницы, вот, серьезно, абсолютно неважно. А человек – это вечный грешник и ничтожный раб. И его цель его существования – это выслужиться перед Богом и вымолить вечное прощение, спасение и навечно поселиться в раю у ног монарха. Нет, серьезно, вы просто вдумайтесь. Вечность в роли придворного льстеца. Аллилуйя! Придворного стельца Бога, который ничего, собственно говоря, не делает, потому что он уже совершенен. Он создал игру, где высшая награда – это законсервироваться в состоянии инфантильного счастья. Навечно, навсегда. И что? Это правда рай? Или это самая изощренная тюрьма для сознания человека? Это похоже на кризис среднего возраста, причем всей человеческой цивилизации. И это осознание того, что тебе 2000 лет обещают конфетку. Там. Потом.
А ты живешь во всем этом дерьме прямо сейчас. И при этом никакой силы мысли. Нельзя мыслить, иначе станешь еретиком. Зато можно молиться. Молиться о прощении, о спасении. Ну, в общем, делать все то, что тебе положено. Кстати, про силу мысли. И про то, как ее у тебя отжали. И продали потом обратно в виде молитвы. Об этом я сделаю потом отдельный жесткий разбор на следующей неделе. Кстати, проверь, подписан ли ты на мой канал. Потому что алгоритмы Ютуба это же как новые жрецы. И они очень не любят, когда их декорации начинают трясти. А теперь я еще раз хочу спросить. У всех, у всего разумного человечества, которые согласились на эту пошлую сказку, я хочу спросить у всех гуру, с вами, духовных учителей, всех патриархов, муфтиев, раввинов и святых отцов, а также у всех пророков прошлого, чьи слова так удобно переврали. Ответьте мне, пожалуйста, раз и навсегда, прямо здесь, в комментариях, в своих проповедях, в своих откровениях, в чем смысл? В чем смысл существования человека? В чем смысл существования человеческой души? В чем смысл человеческого сознания? И не говорите мне, что все бессмысленно, потому что это не ответ. Спросите сами себя, зачем творить сознание, чтобы его потом растворить? Это что, космическая диета такая? Вселюбящий Бог создал людей как скот, чтобы потом что? Чтобы его съесть? Мне вот что, кстати, интересно. Вы со своими детьми так же поступаете? И что это такое вообще? Это что, вершина философской мысли? Стать удобрением для абсолюта? Задайте себе вопрос. Зачем творить жизнь, чтобы потом ее конечной целью объявить вечный застой? Ведь рай – это как болото. Это духовный диван, на котором ты будешь пялиться в Божий лик триллионы лет. Это что, и есть предел всех человеческих мечтаний? Болото без берегов? А что на самом деле говорили нам Иисус, Будда, Кришна? Они говорили нам: проснитесь, станьте как я. А что вы все сделали? Что вы сделали из них? Вы сделали из них иконки для сна. Вы поняли их так же гениально, как Папа Римский понял Христа в своих дворцах. Как брахманы поняли Кришну, запирая истину в кастах. Брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Ой, караул, вы взяли динамит духа и упаковали его в вату ритуалов, чтобы он не потревожил ваш сон. И где же все эти пророки сегодня, гуру и учителя? Все либо молчат, либо жуют кашу из тысячелетних цитат. И они не знают никакого ответа, потому что их Бог – это тупик. Их просветление – это капитуляция, это побег. Такая же иллюзия, как и все остальное.
Их нирвана – это согласие. Согласие раствориться в небытие. А природа в этот момент смеется. Смеется над всеми просветленными этого мира. Потому что река течет, звезды взрываются, а семя становится лесом. А все просветленные просто хотят раствориться и застыть. Ой, что ж вы все за дети такие, которым вечный покой милее вечного полета. Так что я жду все мои дорогие просветленные вашего ответа. Покажите мне, пожалуйста, хоть одного, кто выйдет из тени храмов и школ и скажет правду. Не про покой, не про растворение, а про то, что будет дальше. А пока вы все просто молчите, и ваша молчаливая вот эта вот гримаса и есть самый громкий ответ, это значит только одно. У вас нет никаких ответов. И у человечества нет никаких ответов. А у меня он есть. Но он не для всех. А он только для тех, кто осмелился подписаться. И осмелится задать следующий вопрос. Вопрос первый. Вы все еще верите в сказки? И самый главный вопрос. А что, если религии – это карта? И эта карта, которые ведут вовсе не в тупик. Просто кто-то от нас спрятал правду. И самое главное, не связаны ли все пророчества о России, о грядущем царе, о квантовом переходе как раз с поиском этой потерянной инструкции?